Представители знака зодиака Телец. Тельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля и период июля до 10 числа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Нужно сказать, это своего рода передышка может быть для всех, для нас, потому что Козерог – это всегда какая-то структура, порядок, это стабильность в первую очередь, ну и материальная, конечно, тоже, наверное, в ту же первую очередь. Но этот период не продлится долго, и последующие где-то середины месяца дни возможные, или с 19 июля, это как раз может быть некий период турбулентности, как вариант, по крайней мере. И начало, может быть, июля нам как раз дает возможность совершить какую-то важную перезагрузку для нас самих. Мы ведь по полнолунию подводим какие-то итоги. Вот и для вас подведение итогов может быть. У кого-то это могло уже ощущаться даже, хоть и 3 числа у нас полнолуние наступает, и теоретически где-то 4-5, когда мы можем более свободно вздохнуть. Но у кого-то уже, может быть, с 30 июня вот этот период подведения итогов начался, и вы могли это прочувствовать. Ну, хорошо, давайте узнаем, что думают карты. Не всегда они совпадают, их прогнозы с планетарными какими-то гороскопами. Будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, какие-то подсказки будут, если вы переложите на свою ситуацию. Вот как раз оценка ситуации, или как на меня это влияет, вот эти 10 дней, вот это самое полнолуние, давайте у карт узнаем. И дальше, главное событие, вот что, может быть, будет для вас кульминационным, наиболее важным в эти дни. И каковы перспективы у этого события? Неожиданное событие или в целом какие-то неожиданности? И что мне помогает? Итак, ну вот отношения, любые отношения. Отношения в нашей семье. По 6 кубков люди, которые из прошлого как будто о себе могут напоминать, возвращаться. И здесь любая ситуация, когда вдруг появляется человек из прошлого, которого вы не видели, не слышали, или, может быть, оформление каких-то документов, или это далекие родственники, и тоже есть вопросы, которые пересекаются так или иначе. Опять же, у кого-то через документы, у кого-то через планы на будущее, такое тоже может быть, или просто какое-то общение. На какой-то период времени прервалась вот эта вот связь, а теперь что-то может возобновиться. И это могут быть также еще отношения буквально с вашими детьми, почему нет? Но как и домочадцы, как и какие-то друзья, кстати, иногда друзья ближе, чем родственники, и так бывает. Вот здесь все те отношения, которые построены на искренности, они у нас будут, ну, наверное, кульминационной точкой в ближайших этих 10 дней июля. И значит, те планы, которые мы планируем, скорее всего, по этой карте, мы достигаем. Вы останетесь довольны как раз тем, что вы себе запланировали. И тут через какую-то дипломатию, через умение договариваться, умение услышать собеседника, может быть, мы получаем то, что мы хотим, потому что 6 это всегда победа. Любое действие происходит словно по нумерологии в 6 этапов, в 6 стадий. И 6, или вот в картах Таро это выражается в нумерологии тоже шестерки, например, это всегда уже какая-то вершина успеха. Что-то мы достигаем, и правда, по полнолунию это тоже подведение итогов. Вот это тут взаимосвязано. Хотя по этой карте у кого-то может проиграться личная история, у кого-то даже личная история на расстоянии. И это вот для вас будет основа всего, наверное, на 10 дней. Давайте мы узнаем. Ох, посмотрите. Главное событие, приятности. Правда, мы решим какие-то вопросы. У каждого свой будет вопрос. Может быть, я могу вполне предположить, хоть у нас и кубки выпадают, но поскольку туз кубков это когда вот амброзия через край льется, здесь может быть как и смешение и чувства, и какой-то материальный вопрос вы можете решить. И значит тоже вдобавок вот такие чувства получить, когда я счастлив, меня переполняет какая-то радость, что какой-то я проект словно довел до конца, поставил точку. Какой я молодец или какая я молодец.
молодчина, а у кого-то признание в любви или какие-то еще предложения. Мои дорогие тельцы, у каждого здесь будет какая-то своя составляющая, но именно через родственников, через любовь, через чувства, через близких, через друзей, через какое-то правильное взаимодействие мы получим вот этот самый туз кубков, когда мы останемся довольным. Это будет, в принципе, как главное событие, как вершина какого-то успеха или, может быть, какое-то дело, которым мы занимались длительное время, может быть, несколько месяцев уже, и есть какой-то результат. Как раз на начало июля. Вы останетесь собой довольны, правда? И каковы перспективы? А перспективы у нас жадины. Вот все то, что есть, мы просто сохраняем. Вообще, это карта якоря. Причем того якоря, как вот, наверное, этот человек, персонаж нам изображен на карте, он удерживает буквально все то, что у него есть. И за его спиной надежные тылы. Вот у вас, мои дорогие тельцы, вот такой же есть надежный тыл. Я понимаю, каждый в своей какой-то обстановке находится, но даже вот какая-то ваша данная ситуация на конкретный момент, она тоже своего рода будет как якорем, от чего вам в последующем придется оттолкнуться, развивать, улучшать. И здесь у нас все под контролем. Для кого-то иногда это может показаться, я хожу по кругу, но значит, вот эта самая стабильность, она сама по себе для вас как и перспективы, так и старт к каким-то новым свершениям. Прекрасно. Вообще, если мы говорим про перспективы, когда мы будем что-то улучшать, может быть, улучшать как финансовое благополучие, зарабатывать деньги каким-то новым путем, или мы решаем вопросы, связанные с вашей личной жизнью, или с семьей, или участие в вопросах близких вам людей, или еще, что-то тут для нас может быть из любой области практически через взаимодействие с людьми решаемо, когда нам просто потом закрепить придется этот успех на перспективу, удерживать его, контролировать, вот как этот человек сидит и мало что пентакли взял, так он ведь еще и наблюдает, что происходит вокруг. Тут исключается любая возможность риска. И эта карта нам говорит, впереди перемены, поэтому удерживайте свои позиции. Не рискуем своим добрым именем. И мы все-таки должны просчитать все до мелочей. И деньги мы не тратим, они нам пригодятся. Давайте мы посмотрим неожиданные события или неожиданности. Семерка кубков – это вот как раз, если мы говорим 6, а потом у нас идет 7. Это вынужденная пауза, это где-то элемент, когда мы должны отрегулировать или отфильтровать планы на будущее. Скорее отфильтровать по семерке кубков, когда у нас глаза разбежались буквально. Может быть, открываются такие перспективы, как возможности. Но для вас руку на пульсе, мои дорогие, нужно держать как никогда. Вот, наверное, следствие вот этой четверки пентаклей. С чем-то вы не должны просчитаться. Не есть какая-то неожиданность, которая, вот буквально сваливается на голову. Скорее всего, это варианты, которые вы уже где-то просчитываете, продумываете, как мне обустроить это дело, или стоит ли мне в этом направлении двигаться, или нет, может быть, в другом каком-то. Что меня здесь ждет? Могу ли я доверять этим людям или конкретному человеку? А если я пойду вот не в эту сторону, а куда-то я новое направление изберу, что там меня ожидает? Вот это самая перезагрузка, чтобы не создать себе неожиданностей. Для вас будет как само по себе событие. Может быть, придется, кто знает, в ближайшие дни к окончанию вот этого периода декадного, да, если мы смотрим с начала до 10 июля, ведь, правда, там как раз Марс 10 числа войдет в знак Девы. И для вас это, кстати, очень выигрышная позиция, когда у вас будет больше сил. Когда вы, вот если были где-то обесточены буквально, и вот этой паузы вам даже может из-за усталости захотеться, но вам это будет дано для того, чтобы определиться с чем-то на будущее, вот с каким-то важным направлением. И здесь нам не помогут никакие эмоции. Ни со знаком минус, да, если мы начнем что-то тут анализировать и в этой философии застрянем. И нам точно так же не помогут, если какие-то радужные мечты. То есть карта сама по себе говорит, не очаровывайся, что потом
не разочаровываться. Нужно увидеть, исходя из этой четверки пентаклей, что наиболее реально может быть осуществимо в жизни. Давайте, что нам помогает. Вы знаете, могут помогать конкретно близкие. У кого-то, может быть, есть и человек, это может быть как друг, или какое-то взаимодействие с человеком, который рожден буквально под знаком зодиака, стихии воды. Это рыба, рак, скорпион. Это может быть и как, к примеру, асцендент у человека в этом знаке, а может быть и по Луне, вполне вероятно, с учетом полнолуния. Это можете быть и вы сами, кстати, и подсказки вашей собственной души, если у вас или асцендент в водных знаках, или Луна. Тоже такое может проиграться. Но это могут быть еще, опять же, вот как раз в продолжение этой темы. Шестерка кубков я перечислила, как наши близкие, так наши буквально супруги или наше взаимодействие с какими-то родственниками. И это есть какой-то план, который мы, исходя из той ситуации, которая у вас складывается на начало июля, вы будете думать, как мне этот проект удержать, закрепить и в дальнейшем развить. Или как я какое-то дело в дальнейшем буду осуществлять. Или каковы у нашего проекта вообще перспективы. Тут сами по себе какие-то перспективы, мои дорогие. Но не говорят, видите, две карты кубковые, поэтому в неожиданностях нет каких-то неожиданностей для вас. Больше, наверное, порадоваться за себя и удерживать собственные позиции и быть в целом реалистом. Вот такой какой-то план для вас, какой вы себе сами, наверное, зададите, но где-то вот в таких энергиях видят карты. Давайте я спрошу карту совет, вот достану так, да, потому что какой-то конкретики нам не сказали. Кубки всегда размытость есть какая-то. Ну вот, видите, вот правда, все то, что я говорила, карта подтверждает. Это как и взаимодействие с нашими близкими, буквально наша семья. И здесь проходят все поколения, все то, что я уже тоже озвучила. Это могут быть как и дети, как и внуки, далекие родственники, те родственники, которые на расстоянии, у кого-то так тоже проиграется. Это могут быть материальные вопросы, это вопросы вашего жилища, или буквально купля-продажа дома, или вопросы, связанные с переездом, или для вас, мои дорогие тельцы, вообще вопросы, где я буду жить. И так тоже может быть. И тут все с преувеличением, но от вашего какого-то очень скрупулезного подсчета, когда мы все-таки где-то не будем скупердяями, но и не потратим лишние копейки. Вот совместить, наверное, чтобы какой-то наш проект, понимаете, удался. Не просто деньги ради денег, а деньги для взаимодействия с миром, чтобы осуществить что-то очень важное в вашей жизни. И здесь прелюдия может проходить как раз в эти первые 10 дней июля. И, наверное, когда уже Марс войдет в Деву с 10-го, у кого-то это и раньше проиграется, всегда это границы размыты. Особенно теперь, все-таки у нас в марте Сатурн перешел в знак Рыбы. И как раз Сатурн управитель Козерога. Поэтому вот те самые границы по дням, они всегда будут у нас немножко размыты, как минимум в течение 2 лет. Поэтому к этому надо приготовиться. Сроки могут сдвигаться как плюс, так и где-то в минус. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие тельцы.